Всем привет, это Foodstorm и я Антон Романов. Сегодня я покажу, как приготовить не классическое песочное тесто. Оно нам понадобится для следующего рецепта. Отличие от классического в том, что вместо холодной воды я использую яйца, а еще добавляю немного миндальной муки. У меня 400 грамм муки, 100 грамм миндальной муки, которую можно заменить на 50 грамм обычной, 100 грамм сахара, 120 грамм сливочного масла и 2 яйца, которые можно заменить на 50 миллилитров ледяной воды. Ледяной, потому что если добавлять теплые ингредиенты или долго раскатывать тесто в тепле или делать это теплыми руками, масло начнет таять и тесто потеряет свою песочность. Масло я предварительно нарезал на кубики и убрал в морозилку на 10 минут, чтобы сохранить холод во время готовки теста. Засыпаем муку, миндальную муку, сахар и холодное сливочное масло в миску и перемешиваем на средних оборотах. Можно сделать это вручную, просто используя венчик, но так как масло холодное, это займет больше времени. Также можно просто перетереть его руками, но есть риск, что масло растает. Все перемешиваем до однородной крошки. Она должна получиться вот такой. Отдельно немного взбиваем яйца просто до однородности, чтобы они потом быстрее перемешались с мукой. Переливаем их в миску, добавляем соль и уже другой насадкой, лопатка, перемешиваем тесто. Вот таким оно получается. Сразу формируем его в толстую лепешку, накрываем пленкой и убираем в холодильник. Такая форма поможет нам в дальнейшем раскатать тесто. Оставляем на 1 час, чтобы тесто стало немного эластичнее, легче раскатывалось и меньше рвалось. Достаем тесто и даем ему немного согреться, минут 10-15. Посыпаем совсем немного муки на поверхность, где будет раскатываться тесто, и на само тесто, и начинаем раскатывать. Этой раскладки хватит, чтобы сделать 2 коржа в форме диаметром 16 сантиметров, а я решил поэкспериментировать и взял одну большую форму. Поначалу вы будете думать, почему не раскатывается? Это потому, что тесто холодное, но чем дольше вы будете его раскатывать, тем теплее оно будет становиться и легче раскатываться. Только не давите сильно, иначе оно начнет рваться. Лучше делать это дольше и ровнее легким нажатием, чем быстро рваными клочьями. Раскатываем вдоль, раскатываем поперек. Так получится равномернее. Следите, чтобы корж получался одной толщины. У меня толщина 6 мм, но можно и тоньше. Просто у меня большой кусок и с ним работать сложнее, так что мне даже пришлось его разделить на 2 части. Бывает, что тесто прилипает к столешнице. Можно помочь железной лопаткой или ножом, просто проведя под тестом. Наматываем тесто на скалку и перекладываем в форму. Разравниваем и заполняем пробелы остатками теста. Чтобы край был ровным, просто срезаем его. Борта могут показаться высокими, но у меня на них есть планы, так что не торопитесь меня судить. Теперь, чтобы тесто не пошло волдырями при запекании, вилкой делаем отверстие по всей площади. И чтобы тесто получилось ровным наверняка, кладем на него пергамент и засыпаем грузом. У меня это перловка и рис. Убираем в разогретую до 160 градусов духовку с режимом конвекции на 30 минут. Все. Достаем. Это готовый корж. И в него можно выложить любую начинку. Например, лимонный курт для лемон-кейка или курицу с овощами. В общем, все на ваш выбор. Ну а я в следующем видео приготовлю сливовый пирог. Так что не переключайтесь, ставьте лайки и занимайтесь едой. Это был Foodstorm и я Антон Романов. Пока!